Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня у нас очередной шестиугольник. И пока не забыла, подписываемся на канал YouTube, Яндекс.Дзен, Telegram и смотрим там интересные видео. А видео на самом деле интересно. Смотрите, у нас вот такой шестиугольник будет. Мы уже вязали. И вот на основе этого шестиугольника мы потом свяжем замечательную, интересную кофточку, такую, которую еще не вязали. То есть соединения бывают очень разные, да? И от этого получается кофточка. Что нам нужно сделать? Нам нужно связать пышными столбиками вот такие фрагменты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Такой фрагмент красивый будет. И потом нужно будет сделать распределение на сектора. У нас будет их 6. У нас получится красивый шестиугольник. Для схемы у меня нет. Для тех, кому схема нужна, вам нужно будет сейчас просто-напросто сделать фотографию, зафиксировать мой шестиугольник. И здесь четко видно, как идут, как формируются шестиугольники. То есть наша задача провязать начало. И вот смотрите, вот 4 и 4, да? Один узорчик. Потом из 4 мы вяжем 6. И получается 1, 2, 3 узорчика. И постепенно у нас идет наращивание. Давайте свяжем, попробуем. Я вам покажу. У меня вот такая замечательная слонимская пряжа. Я беру ее в 4 сложения. 2 ниточки внутри, 2 ниточки снаружи. Крючок у меня 2,75. Набираем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Замыкаем в кольцо. И наша задача провязать в кольцо 12 пышных столбиков. Столбики такого плана. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Столбик с 2 накидами 1. И столбик с 2 накидами 2. То есть у нас из 3 столбиков будет состоять наш пышный столбик. 3 столбика с 2 накидами и 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Наша задача провязать 12 таких пышных столбиков. Провязали 12 пышных столбиков. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Присоединяемся в основание столбика. Переходим соединительным столбиком, там где у нас воздушные арочки, и начинаем вязать заново. 1, 2, 3, 4. Наша задача теперь провязать в каждую воздушную арочку по 2 пышных столбика. Привязали 1 пышный столбик. 1, 2, 3. Не забываем, что столбик с 2 накидами. И в это же место вкалывания еще 1. То есть наша задача провязать в каждое место, там где у нас воздушные арочки, по 2 пышных столбика. Вот так вот. Между ними 1, 2, 3 сохраняются воздушные петельки. И опять в следующее наша задача из 12 провязать 24. Провязали по 2 пышных столбика в каждую воздушную арочку. Провязываем 2 воздушные петельки, не 3, 2. Почему? Так получается, что если связать 3, вот смотрите, я связала 2, окажется, как будто везде все одинаково ровно. Поэтому в самом конце провязываем 2 воздушные петельки. Точно так же переходим к соединительным столбикам. И теперь вяжем немножечко по-другому. Также 4 воздушные петли, но нам нужно сделать, и маркеры уже тоже должны у нас быть наготове, расширение. Мы делаем расширение таким образом. 1, 2, 3. Мы вяжем 4 пышных столбика в одном месте. 6 раз нам нужно сделать расширение. У нас же шестиугольник с вами. Вот. То есть нам нужно сделать угол. 1, 2, 3. Для этого нам нужно связать 4 пышных столбика. Через ряд мы будем вязать 4 пышных столбика.
через ряд. 3. Раз, два, три. И еще один пышный столбик. Я предлагаю поставить маркер, чтобы в будущем мы уже знали, что у нас это идет угол. Вот. По центру ставим маркер. Поставили. Продолжаем вязание. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую воздушную арочку, не следующую, через одну, мы провязываем там, где у нас было 2 пышных столбика, мы также 2 и вяжем. Три воздушные петли неизменно. И еще. То есть мы чередуем. Вот у нас лепесточков получилось 12 пар. 12 пар. В каждую пару мы провязываем по очереди либо 4 пышных столбика, либо 2. Между ними 3 воздушные петли. И опять 2 лепесточка провязали, значит на очереди 4. Так мы провязываем весь третий ряд и распределяем маркеры. Получается вот такая красота. Уже даже можно как подставка под горячее, да? А мы с вами всего лишь провязали 12 пышных столбиков, потом 24. И 24 мы распределили на 6 углов. В каждом углу я поставила маркер и связала 4 лепесточка. Те, которые по 2, мы так и будем вязать по 2. Все время будем вязать по 2. В следующем ряду наша задача провязать по 2 лепесточка из 4 пышных столбиков сделать 6. Потому что это уголочек, который будет все время расширяться. Провязали один столбик и второй. Три воздушные петли. Там, где маркер, еще разочек. Там, где маркер, мы тоже провязываем 2 пышных столбика. И в следующую воздушную арочку 2 пышных столбика. У нас получается 3 двойных пышных столбика. Раз, два, 3. Одиночные мы вяжем, как они у нас есть, просто 2 пышных столбика. А там, где 4, мы провязываем одну пару, вторую пару и 3. 3 пары пышных столбиков. И таким образом мы получаем с вами расширение. В одном ряду мы с вами будем вязать, как сейчас, 2 пышных столбика по центру маркера. А в следующем ряду мы будем вязать уже 4 пышных столбика по центру маркера. Потом опять 2 и 4. И за счет вот этого расширения происходит вязание шестиугольника. Вот. Всего лишь, да? 2 пышных столбика, 2 пышных столбика и еще 2. И за счет этого идет хорошее расширение. И мы получаем наш шестиугольник, из которого можно связать очень интересную кофточку. Или, может быть, болеро, жилет. Идеи достаточно интересные. Идея не моя. Я увидела на турецком сайте и решила показать, повторить, показать, как я это вижу. Немножко поменяла. Ну, вот и все. Вот наша задача такая. Из 2 провязать 4, из 4 6. В следующем ряду, там, где у нас маркер, мы провязываем 4. Опять вот. И чередуем 4, 2, 4, 2, 4, 2. Там, где у нас одиночные, мы вяжем одиночные, которые по бокам сформировались пышные столбики. Мы точно так же вяжем, просто двойным, такой парой двойной. И все. А по центру вяжем 4. Вот такая наша задача. Совсем несложная.
Покажу сейчас, как получается на большом шестиугольнике. Для того, чтобы было понимание, можно сфотографировать. Схемы у меня нет, но достаточно сфотографировать то, что у меня получилось, чтобы можно было легко понять, что я хочу предложить вам связать. Вот наша красота. 12, 24, 4 пышных столбика, 2. Те, которые образовались, просто по 2 вяжем. 2 и 2. Вот, опять 4, 2, 4, 2. А те, которые у нас от 4, из 4 получается 6, крайне отмежевались, они идут просто по 2 пышных столбика. Потом опять 4 и центральные 2, а боковые 2 уходят. И в итоге мы получаем вот такое вязание. То есть у нас сначала получается 2 пышных столбика, 6, потом у нас 8, 8, потом 10. И вот в такой прогрессии с каждым разом у нас идет увеличение. Только за счет того, что мы с вами провязываем 4, 2, 4, 2, 4, 2. И вот так вот предлагаю провязать. И потом посмотреть, что из этого получится. Что у нас получается? Еще один рядочек я провязала. Все, как я сейчас проговаривала. Из 4 лепесточков мы получаем 6. Первый и последний мы во внимание не принимаем. Мы уже вяжем их просто как по 2 лепесточка. И только центральный, там где у нас стоит маркер, мы увеличиваем. В этом ряду мы вяжем 4 пышных лепесточка. Все остальное 2, 2, 2, опять 4 и опять 2, 2, 2. Между ними 3 воздушные петли. И таким образом мы с вами увеличиваем вязание красивого шестиугольника. Для первого шестиугольника мне понадобилось 100 грамм. На размер я вяжу кофточку, буду вязать кофточку 44-46 размера, и предлагаю вам попробовать связать вот такую красоту. Это все несложно. Маркеры я обязательно переставляю, чтобы в каждом рядочке мы с вами маркеры видели. Там, где маркер, идет увеличение. Либо 4, либо 2. Легко посмотреть, проверить, запомнить. Либо 4, либо 2. Что у нас должно получиться? У нас должна получиться вот такая красота. Слонимская пряжа, очень мягкая, тактильная. Мне очень нравится ей вязать. Всегда я вяжу и вам предлагаю. Да? Вот. Смотрим, что у нас должно получиться. Вот такой шестиугольник, который вяжется очень просто. Принципы я вам рассказала, показала. Больше никаких новых веяний здесь нет. То есть мы вяжем 4, 6, 4, 6, 4, 6. А те боковушечки, которые отходят, мы просто вяжем по 2 лепесточка. Вот такая сегодняшняя у меня идея. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен, YouTube, Telegram. Обязательно пишите комментарии, для меня это очень важно. Особенно сейчас, когда YouTube отключил от всех доходов. Призываю вас подписаться на Яндекс.Дзен, чтобы не потерять видео мастер-классы, которые проходят абсолютно бесплатно для всех. И жду вас на следующем мастер-классе, который у нас будет уже по соединению 2 шестиугольников в красивую, оригинальную, интересную кофточку. До новых встреч!